Федеральный закон о несостоятельности банкротстве от 26 октября 2002 года номер 127 ФЗ. Статья 61.1. Оспаривание сделок должника. 1. Сделки, совершенные должником или другими лицами за счет должника, могут быть признаны недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также по основаниям и в порядке, которые указаны в настоящем федеральном законе. 2. Для целей настоящего федерального закона сделка, совершаемая под условием, считается совершенной в момент наступления соответствующего условия. 3. Правила настоящей главы могут применяться к оспариванию действий, направленных на исполнение обязательств и обязанностей, возникающих в соответствии с гражданским, трудовым, семейным законодательством, законодательством о налогах и сборах, таможенным законодательством Таможенного союза или законодательством Российской Федерации о таможенном деле, процессуальным законодательством Российской Федерации и другими отраслями законодательства Российской Федерации, в том числе к оспариванию соглашений или приказов об увеличении размера заработной платы, о выплате премий или об осуществлении иных выплат в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации и к оспариванию самих таких выплат. К действиям, совершенным во исполнении судебных актов или правовых актов иных органов государственной власти, применяются правила, предусмотренные настоящей главой. В редакции Федерального закона от 22 декабря 2014 года номер 432 ФЗ. 4. Сведения о подаче в арбитражный суд заявления о признании сделки недействительной по основаниям, указанным в настоящем федеральном законе, о вынесении судебного акта по результатам рассмотрения заявления и судебных актов о его пересмотре подлежат включению арбитражным управляющим в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве в порядке, установленном статьей 28 настоящего федерального закона, не позднее 3 рабочих дней с даты, когда арбитражному управляющему стало известно о подаче заявления или вынесении судебного акта, а при подаче заявления арбитражным управляющим, не позднее следующего рабочего дня после дня подачи заявления. Пункт 4 введен Федеральным законом от 29 июня 2015 года номер 154 ФЗ.